Добрый день! Сегодня испечем торт с тонкими творожными коржами и заварным кремом. Приготовим тесто. 200 грамм творога смешиваю со 120 граммами сахара и 1 чайной ложкой ванильного сахара. Перетираю ложкой. Добавляю 1 яйцо и снова хорошо размешиваю. Всыпаю 50 грамм размягченного сливочного масла. Пол чайной ложки соды и четверть чайной ложки соли. Перемешиваю и частями добавляю просеянную муку. У меня на замес ушло 220 грамм. Тесто должно получиться мягким, но не липким, чтобы его можно легко раскатывать скалкой. Долго тесто месить не нужно. Выкладываю его на стол, припыленный мукой. Слегка подмешиваю. Вот такой консистенции теста должно получиться. Делаю из него колбаску. И делю ее на 8 частей. Каждую часть раскатываю на пергаменте, слегка припыленным мукой, в тонкий пласт. Я делаю коржи диаметром 20 сантиметров. При раскатывании теста слегка припыляю мукой. Вырезаю крышкой. Выпекаются коржи в духовке, разогретой до 200 градусов, 5-7 минут. Нужно следить за цветом коржа. Коржи очень легко отходят для пергамента, и его можно использовать для последующей раскатки коржей. Всего получилось 10 коржей. Последний корж я разломила на кусочки и поставила в теплую духовку подсушиваться. Приготовлю крем. В посуду с толстым дном наливаю 500 мл молока, всыпаю 100 грамм сахара и ставлю на огонь. Прогреваю до растворения сахара. В отдельной посуде размешиваю 2 яйца, 60 грамм сахара и 70 грамм муки. Получаю однородную массу.
Вливаю в нее немного молока, чтобы сделать жиже. Так легче будет смешивать с горячим молоком. Теперь вливаю яичную смесь в молочный сироп при постоянном помешивании. Ставлю на небольшой огонь и завариваю крем. Вначале образуются небольшие комочки, но в процессе варки они растворяются. После закипания крем провариваю 2 минуты, чтобы ушел мучной вкус. Снимаю крем с плиты и охлаждаю. – 180 грамм сливочного масла взбиваю миксером до пышности. Заварную основу хорошо перемешиваю и понемногу добавляю в масло, продолжая взбивать. Масло и заварная основа должны быть одинаковой температуры, так крем не расслоится. Вот такой пышный и однородный крем получился. Ставлю его в холодное место и подготавливаю другие продукты для украшения. Подсушенные кусочки коржа засыпаю в пакет и измельчаю в крошку при помощи скалки. Орехи рублю ножом в крупную крошку. Для того, чтобы равномерно распределить крем по всем коржам, выкладываю их на стол. И на каждый корж раскладываю одинаковое количество крема, оставив немного для декора. Блюдо слегка смазываю кремом. Выкладываю корж. Крем равномерно распределяю по коржу. Сверху укладываю другой корж, слегка придавливаю. Так выкладываем все 9 коржей.
Хорошо выравниваю верхний корж. Смазываю кремом бока. Присыпаю их крошкой. Верх украшаю розеточками из крема, присыпаю орехами и изюмом. Торту надо дать пропитаться 4-5 часов, а лучше оставить в холодильнике на ночь. Вот такой торт получился. У меня торт простоял в холодильнике 12 часов. Разрежем и посмотрим, какой он внутри. Торт очень мягкий, режется легко. Коржи хорошо пропитались кремом. Уверена, этот торт очень понравится любителям заварного крема и идеально подойдет для семейного чаепития. Приятного аппетита!